будет по-другому немножко график выглядеть. Более шире, более растянуто. То есть вот можем рисовать, создавать различные более сложные графические элементы. Вот, пожалуйста, математика. Где еще можно математику? Ну, соответственно, самая любимая тема это... Здравствуйте, мои любители программирования, робототехники, 3D-моделирования. Сегодня урок, посвященный программированию в M-блок, у нас завершающий в этом году. Это будет заключительный элемент в базовом программировании на M-блок. Сегодня я рассмотрю операторы, так называемые математические, которые мы используем, и частично сенсорные. Сенсоры, которые используются в персонаже. Математические, почему? Потому что кроме самого персонажа мы, соответственно, математику применяем в вычислении во многих отраслях, в том числе и в робототехнике, в вычислениях и отображении правильной работы, например, регулирование там, моторов при движении, правильное определение объектов, если нужно корректировать какие-нибудь округления, проводить. Либо мы можем, соответственно, создавать карту местности и, соответственно, тоже с погрешностью измерения. Может быть, какие-то случайные величины используем. То есть вот эта математика нам и нужна. Рассмотрим в качестве эксперимента простой персонаж, которому изменю я размер. Поставлю ему 20. То есть простой персонаж. Что я добавлю здесь? Давайте рассмотрим самые простые примитивные вычисления, которые я уже показывал в методичке. Это, соответственно, сложение, вычитание, умножение, деление. И мы можем, соответственно, сделать так, чтобы предложить работать нашего персонажа или компьютеру как калькулятор. Как калькулятор. То есть при выборе мы можем, например, попросить его, соответственно, чтобы он спросил нас, там, введите какое-нибудь число. Вот так. Введите число. Например, введите число x. Введите число x. Так, а ответ, соответственно, мы запишем во что-нибудь. Например, мы создадим две переменные. Переменную, например, создадим для этого персонажа. Одну переменную будет, например, x. А вторая переменная будет у нас y. И, следовательно, к x мы ставим этот ответ, допустим, который ввели. Дальше мы, соответственно, можем еще раз спросить, там, введите число y. И, соответственно, ответ приписать к y. Как только мы получили эти значения, мы скажем, например, через 1 секунду он должен у нас двигаться в ту координаты, которые мы ему указали. Ну, соответственно, в пределах разумного. Например, вот так. X, Y. Давайте посмотрим, сработает ли этот вариант. Итак, я запускаю. Видите число. Например, напишу 100. Видите Y. 20. И он переместился, как видите. Он переместился. То есть такой процесс работает. Мы использовали частично переменные, которые мы варианты использовали. Вариант введения чисел и решений. Давайте что-нибудь посложнее, например, чтобы он нам посчитал, зная x и y, это условно a и b, посчитал площадь, например. Пусть он нам ответит, чему равна площадь, да? Так. Внешность. Вот. Пусть он скажет нам, чему равна площадь. Как площадь вычисляется? Вычисляется она, соответственно, умножением. Например, площадь чего? Площадь прямоугольника. Поэтому мы можем взять, написать
Давайте так, площадь прямоугольника. Ой, так, площадь прямоугольника. Площадь прямоугольника. И, соответственно, через 2 секунды скажет, чему она равна. А, соответственно, вычисляется будем с умножением x на y. Ну, например, чтобы 20 раз переменных никаких других не добавлять, мы сделаем вот так. Соответственно, я запускаю, видеть число x. Так, например, 100 опять. Есть. Так, и 5. Есть. Площадь прямоугольника 500. Все, посчитал. То есть мы ввели, он посчитал. Ну, это простые примитивные варианты вычисления. Давайте посмотрим, что мы можем еще из математических. Ну, сложение вычитания, понятно, это более простые варианты. Мы можем, например, случайные числа выводить. И, например, это в каком-нибудь цикле в 10 раз мы будем говорить в течение 2 секунд выводить значение. Ну, пусть даже от минус 200 до 100. Вот так. Запускаем. Ну и, соответственно, у нас некие числа пошли. Через каждые 2 секунды мы видим с вами 10 разнообразных чисел, которые можем потом использовать где-то. Где-то в каких-то вариантах. Где мы можем это использовать? Где мы можем это использовать? Ну, например, мы можем добавить с вами расширение перо. Добавив расширение перо, мы можем теперь с вами рисовать. Давайте я сейчас сделаю так. Я вначале сотру все, как говорится. А можно опустить, ну, можно не опускать пока. Можно задать цвет определенный. Пусть будет даже какая-то определенная насыщенность у него будет. Ну, такая вот не сильно яркая. Затем я укажу установить размер пера. Пусть будет 10. И 10 раз у меня должно случайно, например, выпадать какие-то значения. Какие значения? Например, положение координат. Задать координаты x, задать координаты y. И это в течение времени задержкой в 1 секунду. Пусть изначально, когда будем сбрасывать, он возвращается в исходную точку, например, вот в эту. Итак, вот у нас есть элементы. Теперь вот вместо этих x и y, которые уже фиксированы значения, мы добавляем математические элементы случайно. Случайно вот этот, например, от минус 150 до 150. Ну и, соответственно, я копирую, вставляю по x и y. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получится. Да. Он уже перемещается случайно, но не рисует. Соответственно, мне нужно добавить, чтобы он опустил перо. Пусть будет, ладно, здесь опустит перо. И начнет. Так. Вот мы видим случайное перемещение. Случайное перемещение. Причем он перемещается у нас по прямоугольному формате, потому что мы сначала задаем x, потом y. Поэтому у нас такие вот прямоугольные формы перемещения. Мы можем это делать не... Соответственно, не рисуя непосредственно линии, а только точки. Вот таким способом. То есть сначала поднимаем перо, перемещаемся, а потом рисуем. Вот у нас некие точки. Случайно выбранные. Случайная карта расположения точка. То есть можно увеличить здесь процесс. Я думаю, будет даже интересно смотреть просто на рисунок, который мы будем получать.
Но, соответственно, при больших значениях можно даже рассказать ребятам, например, про случайность, что указывая такой критерий, то есть диапазон, то мы заполняем в конце концов эту область в виде этого прямоугольного формата. То есть, если я вот увеличу количество случайных итераций, то рано или поздно можете заметить, что у нас квадрат или прямоугольная область, какая будет у нас, в зависимости от параметров, будет заполняться постепенно, пока он полностью его не закрасит. Ну, зависит от количества больших шагов. Чем больше шагов, соответственно, тем больше у нас будет это происходить процесс закрашивания. Ну, мы сейчас даже видим с вами, что с вероятностью не нулевой мы точно можем закрасить, уже, наверное, закрасили с вами 70% области, которые ограничили для вычисления, для рассмотрения. То есть как раз можно теорию вероятности рассмотреть здесь на этом примере. О том, что вот чем больше массивнее там, соответственно, попадание, тем, соответственно, более большая вероятность того, что мы попадем в ту или иную точку. Например, мы можем, соответственно, вот сейчас это выглядит красным, мы можем случайно еще изменять цвет, да, использовать цвета, например, установить цвет тоже случайным образом. Например, от 0 там цвет можно установить до 100. В данном случае здесь нормировано в таком формате. Ну и, соответственно, мы посмотрим, вот у нас будет цветной формат. Простой это работал сейчас пока со случайными числами. Можем сейчас попробовать сделать что-нибудь более интересное в плане. Это, например, оставим также радужный формат. Ну, например, мы будем теперь рисовать. Например, здесь мы поставим количество шагов, у нас будет 1440. И нарисуем синусоиду. Так, я поставил сюда, чтобы было слева направо нарисовалось. Укажу это число координат. Это уберу пока. Итак, как мне нарисовать синусоиду правильно? То есть мне нужно смещаться по оси x слева направо на какое-то значение, а y будет у меня, соответственно, являться значением синуса и количество вот этих шагов 1440, например. Поэтому я могу сделать так, я могу добавить еще одну переменную, которая будет количество шагов, там определяется, она же альфа будет, например. Назову ее. Итак, поначалу у нас задается значение 0. Ну, логично. Дальше будет изменяться на единицу, то есть будет значение от 0 до 1440. Следовательно, x у меня есть переменная x. И давайте ее буду изменять я. Так как у меня здесь, наверное, около 200. Да, наверное, 200. То x, то есть от минус 190 до 200, ну 300, ладно, будет 300. Но 1440 я примерно могу разбить на 300 шагов. Это примерно, ну, по 40 пикселей, условно. Ну, пусть будет по 10 пока сделаем. Изменять на 10. Допустим, изменяем на 10. Не, ну 1440, да, не на 10, извиняюсь, на 0. На 0, да, на 0. 300 на 400, да. 1000, на 0, 0,2, 0,1. Ну, на 0,1 давайте попробуем. На 0,1 будем изменять. И, соответственно, как будет у нас вычисляться y? Y у нас будет вычисляться через синус, например. У нас тут есть такая функция в абсолютном величине, где у нас можно найти синус. Синус
Ну, синус, наверное, будет как говорится, с амплитудой в 2 пикселя. Нам нужно что-нибудь побольше. Давайте сделаем здесь 50. Синус и некого угла. Угол у нас в данном случае будет, ну пусть будет альфа, вот этот угол А. Будем интерпретировать. Ну и, соответственно, мы в данном случае опустим, наверное, перо и не будем его поднимать. То есть это уберем, уберем, уберем. Вот примерно, и, соответственно, будем изменять. Давайте посмотрим, получится ли у нас такое. Так, ну он рисует, но, да, он слишком маленькие изменения у нас происходят. Да, и он ничего не происходит. Я знаю почему, потому что мы ему не задаем. Мы ему не задаем, поэтому мы должны задать ему положение. Положение. Давайте сначала вот так в ступенчатом варианте зададим положение x и y, которое мы вычислили. Так, относительно, конечно же, положений, которые были изначально тоже определены. То есть в этом случае нам же желательно бы давайте зададим сначала положение, которое можем считать. То есть положение... Так, давайте посмотрим, здесь можно задать, изменить, задать... вот позиция x, да, мы можем. То есть относительно положения x мы можем прибавить значение x. А к положению y мы можем прибавить положение значения y. Вот так. И посмотрим, что у нас получится. Ну, слишком большие процессы, потому что он у нас будет изменяться. Так, положение x. Положение x, да. И положение y. Слишком маленький расход. И значение y. Да, мы здесь я не указал. Давайте значение x мы укажем. И значение y мы также укажем. Изначально будет нулю они равны. Так. Сейчас. Ну вот. Почти. Он ушел вверх. И не изменился, потому что синус угла альфа от нуля. Ну да, он будет увеличиваться, а нам нужно, чтобы это не изменялось. Это у нас не изменялось, то есть мы должны с вами создать еще, давайте, две переменные, например, x0 и y0. y0, так, y0. Которые у нас считают начальные положения нашего персонажа. Так. Вот таким образом. Так, и давайте попробуем, что относительно нулевых значений мы будем и рисовать. Вот мы с вами получили синусоиду. Со случайным выводом
цвета. Ну, соответственно, размер точек у нас получается с вами вот такой. То есть поточное определение. Обратите внимание, что при таком смещении в 0,1 у нас такой-то узкий достаточно получается процесс. Мы можем расширить, соответственно, детям потом рассказать, что вот если x, если мы x увеличим, например, в 5 раз, то уже будет другой процесс, будет по-другому немножко график выглядеть. Более шире, более растянуто. То есть вот можем рисовать, создавать различные более сложные графические элементы. Вот, пожалуйста, математика. Где еще можно математику? Ну, соответственно, самая любимая тема – это разработка игр. Обычно. Программирование, можно интерактивную какую-нибудь игру сделать, где, например, самый простой вариант – это какой-нибудь противник или какой-нибудь элемент следует за нашим персонажем, перемещается за ним. Ну, давайте попробуем это и реализовать. Самый простой вариант. Что мы сделаем для этих целей? Так, мы, наверное, все это сотрем, уберем это. Уберем и сотрем. Вот так. У нас есть некие координаты, которые будут А. Для А связано. Он у нас будет двигаться за кем-то. Давайте кого-то этого и создадим. Ну, за кем он нам будет бегать у нас? Давайте за животным каким-нибудь. Так, за животным. Ну, например, вот за этим мишкой. Итак, у нас есть мишка. Пусть он при включении логики всегда будет перемещаться за курсором мыши. Вот куда курсор мыши укажет, пусть туда и двигается. Пусть туда и двигается, например. Вот так вот. Итак, он таким образом будет двигаться. Теперь переходим к нашей панде. Вот ее изначальная позиция. Самый простой вариант при активации мы можем сделать бесконечный цикл, и пусть она движется там 1 секунду, например, за объектом. Давайте посмотрим. Ну, вот он. Перемещается. Но это простой формат, который позволяет нам делать это все условно в коробке. То есть мы не видим логики. Дети не поймут логику, как это работает. Например, если вы уже старшие классы, вы преподаете математику, достаточно хорошем виде, там, Декарту систему координат, например, это может быть 7 класс, 8, 9, 6, может, частичный класс, какой, в зависимости, насколько он продвинут, то можем по тему поднять вектора, расстояние до вектора, расстояние до объекта и так далее. Что мы с вами здесь сделаем? Итак, первым делом, соответственно, поймем, как работает движение вообще в играх компьютерных. Вот то, что мы сейчас сделали, это тоже есть такое движение в компьютерных играх различных, когда объекты двигаются за объектом. Но вот так, чтобы прям одним модулем, это не записывается. Обычно это записывается, используя математику Декартову, систему координат. Например, у нас есть панда, у нас есть бир. Значит, мы должны считать координаты панды, считать координаты бир, вычислить направление условно и вычислить расстояние.
до объекта. Вот давайте начнем с расстояния. Я создам дополнительную переменную, две дополнительные переменные. Одна будет, соответственно, когда промежуточное вычисление делать, например, dd какой-нибудь. И основное расстояние будет вычислить в основном виде, это s переменная. Итак, что мы с вами делаем? Мы вычислим сначала базовые вещи. Зададим значение переменной dd. Итак, чтобы вычислить расстояние между двумя объектами, нужно вычислить, ну, условно, квадратный корень из разности квадратов его координат между объектами. Первый по значению координаты это тому, кому мы перемещаемся, то есть бир. А вторая координата будет координата панды. Координаты панды. Следовательно, нам применим математику. Применим математику, у нас есть некая сумма, в которой две скобочки в квадрате будут. Соответственно, две скобочки в квадрате. Квадрат, так как мы здесь реализовать не можем, именно квадрат, то будем использовать двойное умножение. Соответственно, как квадрат. В каждом из этих умножений у нас есть разность. Давайте одну сделаем, потом склонируем. Итак, в этой разности у нас будет вычитаться координаты положения так, давайте так запишем. Сразу зададим, чтобы у нас не было много-много вычислений, то есть не в одну строчку это было. X у нас, например, это координаты нашего, соответственно, медведя, бир. Координата Y, это тоже координаты медведя, то по оси Y. Вот так сделаю, скопирую, вставлю. Вот так. Считали мы координаты x и y. Теперь считаем координаты панды. Можно тоже x0, y0. Соответственно, использовать давайте x0 и, соответственно, y0. И в этом случае мы должны считать координаты панды. Берем и находим нашу панду. Первая, вторая, здесь меняем на y. Все, считали координаты первого, второго. Теперь вычитаем из первого второй, то есть из туда, куда мы должны двигаться, вот это аккуратненько с этим, к тому, откуда мы должны двигаться. Вот такое значение. Копируем, вставляем. Вставляем. Ну, соответственно, здесь мы меняем на y0. Если что-то непонятно, вы всегда можете посмотреть на расстояние между двумя точками, как вычисляется. Вот это пример. То есть реализация расстояния между двумя точками. Только он тут более расписанный, потому что здесь нет степени. Только из-за этого. То есть и только из почти той математики, которую мы имеем сейчас. Итак, мы вычислили квадрат, сумму квадратов. Но нам нужно вычислить именно корень, то есть уже точно координаты. То тогда будем использовать s, который вызовет математический элемент корень квадратный. Корень квадратный, вот здесь он где-то у нас был, квадратный корень. И вычислить вот эту переменную ddd. Логично, я думаю, понятно. Мы нашли расстояние. Мы с вами нашли расстояние. Хорошо. Теперь мы с вами должны сделать так, чтобы вот этот товарищ двигался
к нашему мишутке, к нашему медведю. Какое-то время. Не всегда, чтобы, а пока не дойдет, следующий процесс не будет. Соответственно, нам нужен какой-то конечный цикл. По какому значению? Ну, наверное, по расстоянию s. То есть здесь мы можем округлить, потому что расстояние может быть разное. Мы округляем, потому что должно быть количество шагов целочисленных. Иначе у нас, соответственно, будет, ну, ошибки. Вот, округлили количество шагов s. Например, у нас 100, расстояние между ними, знаешь, 100 шагов. 200, 200 шагов. И так далее. Получили мы шаги. Теперь мы должны заставить панду нашу смещаться в нужную нам точку. В нужную нам точку. Мы можем, соответственно, положение ее изменять. Задать координаты x, задать координаты y. А задавать мы будем, соответственно, относительно чего? Наверное, суммы. Давайте попробуем в виде суммы. Это изначальные координаты. Или даже не задавать, давайте не будем не задавать, а это будет сложнее просто. А изменять на. Изменять на значение. На какое значение? Чтобы он двигался сюда. Но он может резко измениться сюда, прям вот по этим координатам. Но нам не нужно, нам нужно, чтобы он двигался плавно. Поэтому мы должны вот эти координаты разделить на нашу s. То есть то, что мы вычислили. На нашу s. То есть в данном случае, наверное, вот так. Если я не ошибаюсь, я надеюсь, что не ошибаюсь, но потом переделаем, если что-то пойдет не так. x0, y0 делим на s. Делим на s. Ну, давайте попробуем посмотреть, что у нас получится. Так, не сюда поехал. Так. Он не сюда поехал, потому что. X, Y, так. Ну, не x, y, да. Не x, y, конечно, должно быть x, y. Все-таки x, да. А то я, видите, перепутал. Должно быть положение именно панды. Положение именно панды. Потому что мы туда к ней идем, а не, соответственно, от нее. Мы должны ее значение использовать. Давайте попробуем. Так, ну вот он у нас идет. И рисует. Так, ну тут немножко ошибся. Давайте вернемся и определим. Да, потому что я немножечко не до конца вычислил. То есть здесь должен быть минус. Конечно же. Опять, то есть мы вектор должны на значение выбрать, а не просто точку. Поэтому нам нужно от конечного значения вычесть начальное значение. И разделить это, соответственно, на длину пути. Вот примерно. То есть мы, чтобы каждый шаг был, соответственно, направление. Вот вектор такой условно, вот он, вектор идет к
значение, мы разбиваем его, вычислить вектор, нужно вычислить его координаты. То есть вот вычисляем координаты с помощью начальное, конечное, вычисляем начальное. И делим это на s. Давайте попробуем. Сейчас должен быть получше. Ну вот он двигается. Все, он работает. Так, что-то он перестал нас рисовать. Давайте попробуем сделаем так, чтобы он опустил перо. Опустить перо, значение, пусть установим размер. Ну, поставим 3 пикселя. И каждый раз, когда будет новое, будем устанавливать цвет случайно. Ну уж если бы взяли математику, то давайте, кажется, будем использовать разные аспекты, чтобы это прям хорошо у нас работало. Так, слегка. Итак, запускаем. То есть мы сразу будем видеть по цвету, когда первый цикл вычисления расстояния заканчивается, когда будет начнется следующий цикл и так далее. То есть вот таким вот образом мы можем разграничить, визуализировать процесс, когда у нас, соответственно, проходит следующий этап вычислений. Ну, мы можем даже по переменам, которые у нас отображаются, тоже понять этот процесс. И вот я с помощью медвежонка условно могу заставить нашу панду нарисовать что-нибудь, какой-нибудь узор. Да? Вот примерно какие аспекты мы можем применить условно в математике. Но это только один из каких-то определенных вариантов. Я не говорю, что здесь есть более сложные варианты, можно использовать. Но их можно использовать. Можно создать псевдо 3D игры или как вот 2D игры формата. Все опирается опять на работу с координатами. То есть львиная доля работы с математикой двухмерных и псевдо-трехмерных игр — это работа с координатами, положениями, объектами, их касанием, соответственно, или считываем координаты положений, где они располагаются. Все это сводится к этому процессу, когда мы делаем какие-то занимательные игры, может, простые. Вот, например, это простая игра, движение за объектом. Но здесь она, по крайней мере, простая в плане логики простая, а в плане написания, вычисления, как видите, я показал первый вариант, это когда просто совсем, когда все в коробке заложено, и вы не видите, как это работает. И второй вариант — я показал это математически, то есть как это вот в реальности происходит вычисление, чтобы, соответственно, было более понятно и можно будет масштабировать этот алгоритм. То есть у нас есть алгоритм, мы можем масштабировать его, соответственно, в другой язык программирования, где, соответственно, может быть, более сложные процессы можно делать, создавать. На этом у меня все. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока.